Приветствую, дорогие друзья! Продолжаем вязать зебру. И в этом видео свяжем ушки, сделаем утяжку и, возможно, сделаем волосики. Посмотрю, чтобы видео не было слишком длинным. Итак, при вязании вот этой зебры я использовала ниточку, напомню, 448C. Вот, вязала одним цветом и ушки, и платье. А в зебре, которую сейчас вяжу с розовыми волосиками, я буду использовать вот эту ниточку 456 цвет. Это я пока записывала мастер-класс, вот купила еще такую ниточку. Итак, приступаем к вязанию ушек. Начинаю белой ниточкой. Первый ряд. 6 столбиков без накида в кольцо амигуруми. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Стягиваем колечко. Беру ниточку контрастного цвета для маркера. И продолжаем второй ряд. 6 прибавок. Хвостик я буду ввязывать. Первая прибавка. Вторая прибавка. Третья прибавка. Четвертая прибавка. Пятая прибавка. И в последнюю петелечку, оставшуюся, шестая прибавка. Провязали второй ряд, 12 петелечек. Третий ряд. 6 столбиков без накида. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Следующий столбик закрываем розовенькой вот этой ниточкой. 2 петли на крючке. И присоединяем, закрываем сразу вот этой. Дальше 2 столбика без накида. Продолжаем этой же ниточкой. Следующую петелечку. 1. Белую я убираю, а розовый хвостик вот этот продолжу ввязывать. Два. Снова закрываем белой. Вот так. И до конца ряда довязываем 2 столбика без накида. 1. Этот я уже хвостик убираю. Тоже. 2. Провязали третий ряд, 12 петелечек по-прежнему. Вот так получается. Четвертый ряд.
1 столбик без накида, прибавка. Повторяем 3 раза. 1, 1, прибавка, 2 столбик, 2 прибавка и 3 столбик, 3 прибавка. Следующий столбик закрываем розовой. Вот так ее закрепляю. Подтягиваем, чтобы протяжка не стягивала вязание. И теперь розовой ниточкой вяжем прибавка вот в следующую петелечку. И 1 столбик без накида. Дальше закрываем белой. Следующий столбик. Вот так. И так как в эту петелечку у нас должна быть прибавка, то мы сюда же вяжем еще 1 столбик белой ниточкой. Это мы сделали прибавку. 1 столбиком закрыли и 1 столбик для прибавки. Дальше вяжем 1 столбик без накида. И прибавка. Провязали 4-й ряд, 18 петелечек. 5-й ряд белой ниточкой продолжаем 9 столбиков без накида. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Дальше закрываем розовой. Вот так. И этой же ниточкой розовой продолжаем 3 столбика без накида. И буду вместе с протяжкой закреплять. 1, 2, 3. Закрываем белой. Вот так. И до конца ряда вяжем 4 столбика без накида. Белой ниточкой. 1, 2, 3, 4.
Провязали 5-й ряд, 18 петелечек. 6-й ряд. Белой ниточкой продолжаем 5 столбиков без накида. 1, 2, 3, 4, 5. Прибавка. Дальше 3 столбика без накида. 1, 2, 3. Следующий закрываем розовой ниточкой. Поправляем. И вяжем 1 столбик без накида. Прибавка. Дальше 2 столбика без накида. 1, 2. Закрываем белой. И до конца ряда вяжем 2 столбика без накида и прибавку. 1, 2 и прибавка. Провязали 6-й ряд, 21 петелечка. Вот так получается. 7-й и 8-й ряд будут одинаковыми. Итак, вяжем 10 столбиков без накида. 1, 2, 3. Продолжаем. 9, 10. Закрываем розовой ниточкой следующий столбик. Белую подтяну сейчас. И продолжаем розовой теперь. 5 столбиков без накида. 1, 2, 3, 4, 5. Закрываем белой. Вот так. И белой продолжаем до конца ряда. 4 столбика без накида. 1, 2, 3, 4. Точно так же вяжем следующий 8-й ряд. Провязала 21 петелечка по-прежнему. Следующий 9-й ряд вяжем
5 столбиков без накида, 1, 2, 3, 4, 5, убавка, дальше 3 столбика без накида, 1, 2, 3, закрываем розовой, подтягиваю белую, дальше вяжем 1 столбик без накида, розовой ниточкой, дальше убавка, два столбика без накида, 1, 2, закрываем белой следующий столбик, и продолжаем до конца ряда. 2 столбика без накида, 1, 2 и убавка. Провязали 9 ряд, 18 петелечек. 10 ряд, 4 столбика без накида, 1, 2, 3, 4, убавка, 3 столбика без накида, 1, 2, 3. Дальше закрываем розовой, подравниваем все хорошо и вяжем убавка, 2 столбика без накида, 1, 2, закрываем белой, и продолжаем белой, 1 столбик без накида, убавка, 1 столбик, и убавка.
Провязали 10 ряд, 15 петелечек получается. 11 и 12 ряд вяжутся одинаково. Провяжем вместе 11 ряд. 8 столбиков без накида. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Закрываем розовой. Так. Теперь вяжем 3 столбика без накида. 1, 2, 3. Закрываем белой. И до конца ряда вяжем 2 столбика без накида. Вот первый. И второй. Провязали 11 ряд, 15 петелечек. 12 ряд вяжем точно так же самостоятельно. Провязала. Теперь ниточку оставляю для того, чтобы сшить ушко и пришить к голове. Розовую ниточку покороче оставлю. Маркер вытягиваю. Вот такое ушко получилось. Теперь заправляю в иголочку вот этот хвостик и будем сшивать. Вот этот хвостик розовый я заправляю сюда в середину ушка. Выкладываю ровненько. Вот так вот. Чтобы вот эта розовая часть была посерединке. И иголочкой сшиваю. Вот таким образом. За каждую петелечку. Сделали. Вот так получается. И теперь складываю вот так вот пополам. И вот эти два начала рядом, две стороны, вот так вот закрепляю вместе, чтобы ушки вот так вот были сложены.
Вот таким образом. Хорошо закрепили. И вот такое ушко получается. Вяжем точно такое второе. Ушки готовы. Вот так получились. Сейчас мы с вами сделаем утяжку. Вот здесь мордочки, глазки утянем, сделаем ноздри, вышьем вот здесь вот под глазками и затем пришьем ушки. Заправила белую ниточку. Приступаем. Ввожу иголочку сейчас, чтобы спрятать узелок. И ввожу вот в этом месте. Теперь здесь 1, 2, 3 ряда пропускаю и вывожу иголочку напротив. Вот здесь. Теперь нам необходимо вот здесь стянуть. То же самое 1, 2, 3 ряда пропускаю и вытягиваю здесь, где начинали. И делайте утяжечку. Тоже смотрите, как вам больше нравится, посильнее или послабее стянуть. И повторим еще раз. То же самое сюда же. Чтобы получше закрепить. Надеюсь, на камеру видно. Так получается. И закрепляем, подтягиваем. Вот я оставлю так. В принципе, нравится. Теперь ниточку необходимо закрепить. Я ее выведу вниз. И вот здесь внизу сделаю узелочек. Вот так. И теперь его прячем. Все, и ничего не видно. Ниточку отрезаю. И сейчас буду под глазками вышивать. Заправила ниточку. То же самое сначала прячем узелок. И вышивку тоже. Здесь я делала вот таким образом. Вот пополам получается на пол глазика по диагонали. Можно делать покруглее, можно реснички сделать, то есть здесь тоже как вам больше нравится. Я же буду делать здесь по диагонали тоже. Вывожу ниточку, узелочек прячу.
И теперь коротенькими стежками вот так делаю вышивку. Вот сюда. Вот таким образом. Вот так. Тут чуть-чуть можно подальше сделать. То есть, в общем, главное, чтобы вам нравилось, как получается. Еще вот так. И вот здесь, чтобы она под глазик не уходила, эта ниточка, вот так ее закрепим. И перехожу на другой глазик. Делаю точно так же, равномерно. Делаем точно так же здесь. Сделала вышивку под этим глазиком. И теперь ниточку убираю. Вот так получается. Делаю узелочек и прячу остаток. Теперь необходимо подчеркнуть нижнее веко. Для этого я заправляю снова белую ниточку, прячу узелок, вывожу вот здесь ниточку. Так, узелок спрятали. Теперь необходимо полностью вот это веко повторить. Вот так, нашу вышивку под глазиком. Вот так. Только более длинными стежками я это делаю. Надеюсь, на камеру видно. Вот так, не затянуты стежки. И несколько раз повторяем. Так. Поправляю.
И еще один стежок. Сейчас я здесь вытяну, где удобно мне. Вот так. И сейчас необходимо придать округлую форму. Для этого я вывожу иголочку вот сюда. Под 2 эти ниточки. И вот таким образом. Сделала. Вывожу сюда. Надеюсь, видно. Вот такое веко получается. Здесь делаю узелочек и буду выводить ниточку вот сюда. И точно так же симметрично сделаю веко с этой стороны. Сделала с другой стороны. Вот так выглядит. Вывела ниточку сюда, делаю узелочек и прячу. Заправлю серую ниточку и буду делать утяжку ноздрей. Заправила серую ниточку. И теперь я делаю ноздри. Вот отступая 2 ряда, 2 серых отсюда. Вот. А здесь до края. Вот так вот пальчиками прямо можно взять, сделать. И посмотрите, как вам больше нравится их делать. Побольше тоже, поменьше. То есть приблизительно вот так будет. Прячу узелочек и вывожу вот сюда. То есть, напомню, здесь у меня будет от начала идти, а заканчиваться вот не доходя 2 ряда. И теперь маленькими стежками на ширину там 2-3 столбиков вот так подтягиваю. И вот нужно этот уголочек выделить. Вот таким образом. Подтягиваем. Вот осталось 2 ряда сюда до конца. И я возвращаюсь, чтобы еще немного лучше закрепить. Вот так. Можно их делать ровными, полукруглыми. Опять же, смотрите, как больше вам нравится, как подходит. И точно так же сразу перехожу на эту сторону. Вот так. И делаю такую же ноздрю вот здесь. Сделала ноздри. Вот так получается. Ниточку вывела вниз, делаю узелочек и прячу ее. Теперь обозначим место пришивания ушек. Вот здесь над глазиком я пропускаю 5 рядов. Сейчас, чтобы было видно. 1,
2, 3, 4. И между пятым и шестым, вот здесь прямо над глазиком, ставлю иголочку. То же самое вот по этой же линии. Вот здесь над глазиком иголочка. Так, в этих местах пришиваем ушки. Заправила ниточку в иглу. И вот таким образом будем пришивать. Вот так. На ширину ушка. Иголочку убираем. И хорошо закрепляем. Вот спереди хорошо прикрепили и сзади пришиваем. Вот так. Проверяем, чтобы было красиво. Еще закреплю раз. Вот таким образом. И все. Делаю узелочек, ниточку прячу. Точно так же пришиваю второе ушко. Вот так получилось. Сейчас сделаем бровки. Тоже форму выбирайте, как вам больше нравится. Я делаю вот так. Так, прячу узелочек. Бровка будет начинаться здесь, недалеко от века. Так, узелочек прячем. Один стежок я делаю побольше. Вот так. Это получается где-то 1, 2, 3, 4 столбика. И немного под углом наискосок, то есть на один ряд, на пол ряда получается. Вот так. И вывожу на этом же ряду только вот через 2 столбика. Вот так. Сильно не затягиваю. И вот чтобы вот эта часть бровки была чуть-чуть толще. Вот так. И перехожу на этот же ряд, только напротив. И получается вот так. Здесь более тонкая, а здесь чуть-чуть толще. Вот так получается. Сейчас здесь подтяну. Вот так. И точно так же на этой стороне. Один стежок побольше вытягиваем и через 2 столбика еще один стежочек.
Сделала вторую бровку, закрепляю ниточку и прячу. Вот такая мордочка получилась. Чтобы не затягивать видео, чтобы оно не было слишком длинным, уже гриву в следующем видео сделаем с вами. Вот. Надеюсь, у вас все получилось. Надеюсь, было понятным объяснение. Огромная благодарность вам за ваше внимание, за просмотр, за поддержку, за комментарии, лайки, за то, что подписываетесь. Очень-очень приятно, очень вдохновляет. Желаю всем вдохновения, хорошего настроения. Желаю, чтобы у вас все получалось. И до новой встречи. Пока-пока.